Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим дирофилариоз человека и каким ужасным последствиям он может привести, и самое главное, как этого избежать. В одном из своих предыдущих видео я рассказал вам о дирофилариозе собак, как и чем его профилактировать. Напомню, что дирофилариоз вызывает гельминты, нематоды, которые в длину достигают до 30, а то и 40 сантиметров, и толщиной они до 1,5 мм. Эти черви очень похожи на нить. Кстати, в переводе с древнегреческого языка слово дирофилариоз и переводится как «злая нить». Так вот, у собак много разных болезней может быть, но болезней, которые бы были опасны и для человека в том числе, не так уже и много. Первое, что приходит в голову, это бешенство. Для того, чтобы человек заболел бешенством, надо, чтобы его укусило бешеное животное, например, собака. При этом у больного животного наблюдаются такие симптомы, что можно предположить, что к чему, и вовремя принять соответствующие меры. Еще раз подчеркиваю, что бешенство – это действительно крайне опасное для человека заболевание. Но вот коварным я не могу его назвать. Вот кто по-настоящему коварен, так это дирофилариоз. Коварство дирофилариоза заключается в том, что во многих случаях протекает он бессимптомно. Первые симптомы, которые появляются, врачам ни о чем не говорят. И они подозревают все, что угодно, но только не дирофилариоз. А последствия, к которым приводит дирофилариоз, зачастую очень серьезные. Развиваться дирофилариоз у человека может годами. Врачи гуманной медицины зачастую диагностируют его чисто случайно, а многие врачи еще вообще не знают о существовании данного заболевания. И диагноз на дирофилариоз ставят в последнюю очередь или уже при хирургических вмешательствах. Почему наблюдается такая ситуация? В первую очередь потому, что данное заболевание в средних широтах появилось относительно недавно, где-то в конце 90-х годов. Кстати, дирофилариоз сейчас регистрируется везде. На всех континентах, кроме Антарктиды, конечно. В конце 90-х годов дирофилариоз впервые начали диагностировать ветеринарные врачи у собак. Для ветврачей в то время это тоже было диковинным заболеванием. Потом, через пару лет, к медикам стали обращаться люди с нехарактерными ранее жалобами. Очень часто были такие случаи, что пациент жаловался доктору на чувство ползания чего-то по лицу, по лбу, шевеление чего-то невидимого под кожей. Врач осматривал пациента, но ничего не видел. Жалобы пациента продолжались. Врач еще раз осматривал пациента и в конце концов выписывал направление на консультацию. Как вы думаете, к кому? К психиатру, конечно, так как врач думал, что у пациента что-то не все в порядке с головой. Если это был мужчина, то еще выписывал направление к наркологу, подозревая, что эти галлюцинации связаны с алкогольной интоксикацией, то есть с белой горячкой, или, как говорят в народе, с белочкой. И это не моя выдумка. Это говорят врачи, которые впервые столкнулись с данным заболеванием. Впервые дирофилярий у человека начали обнаруживать хирурги при проведении различных операций, при вскрытии какого-то гнойника или подкожной опухоли. Притом происходило это чисто случайно. И у самих врачей это вызывало определенный шок. Пальму первенства в обнаружении дирофилярии у человека наряду с хирургами разделяют и офтальмологи. Локализация дирофилярии в глазу – одно из излюбленных мест в теле человека. А вообще дирофилярии обнаруживают в самых необычных местах. Были случаи их обнаружения и в паховой области, и в области брюшной стенки, и в коже головы, в носу. То есть дирофилярии могут быть в организме везде, где угодно. Причем могут обнаруживаться в самых непредсказуемых и труднодоступных местах с точки зрения хирургического доступа. Иногда они встречаются даже в головном мозге. Как тут не назовешь дирофилярий изощренными садистами? Симптоматика дирофилариоза у человека очень смазанная. Могут наблюдаться опухоли кожи и подкожной жировой клетчатки, ощущение зуда, дискомфорта, ползание червей под кожей, так кажется человеку, ухудшение зрения, боли в области глаза.
Также могут наблюдаться легочные поражения, частые простуды, недомогание, кашель непонятного происхождения, одышка. Все эти симптомы могут быть и при любых других заболеваниях, которые абсолютно не связаны с дирофилариозом. Поэтому врачи при постановке диагноза, наблюдая такую симптоматику, думают о чем угодно, но только не о дирофилариозе. И очень часто проходит очень много времени, прежде чем устанавливать диагноз на дирофилариоз, когда уже проблема требует радикального хирургического вмешательства. Более того, у многих людей болезнь протекает вообще бессимптомно, особенно у людей молодого возраста. Если что-то у них и есть, то люди просто не обращают на это никакого внимания. Ну не будет же человек подозревать всякий раз о каком-то дирофилариозе, если он почувствовал какое-то недомогание. Тем более, что еще далеко и не все владельцы собак знают об этом заболевании. Если иммунная система у человека хорошая, то она уничтожает этого гельминта и может привести к образованию просто гранулема. Гранулем — это такая опухоль, которая не прогрессирует и остается неизменной в виде капсулы. То есть очаг воспаления локализуется. Смертельных исходов из-за дирофилариоза у человека не отмечено. Причиной этого есть то, что человек не является объектом, в котором полноценно могут паразитировать эти гельминты, в силу особенностей иммунной системы человека и строения подкожной клетчатки. Хотя смертельных случаев при дирофилариозе человека отмечено и не было, но это еще под большим вопросом. Не было отмечено и не было. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я больше склонен допустить, что, скорее всего, такие случаи и были, но вот только их не отметили. Вы же видите, насколько затруднена прижизненная диагностика данного заболевания. Дирофилярий в организме человека не достигает половозрелой стадии и не проникает в крупные сосуды. Как я уже сказал, что у большинства людей данная болезнь вообще обнаруживается после 50 лет, когда здоровье у людей ухудшается, и в силу возраста людям приходится чаще посещать поликлинику с какими-то проблемами сердца. И тогда врачи чисто случайно находят дирофилярий, который паразитирует в сердце. Как правило, там паразитирует дирофилярия имитис. А так люди живут себе с дирофилариозом и ни о чем не подозревают. Ну, если червь сам себя не выдаст и не зашевелится где-то в глазу или под кожей. Под кожей и в других местах уже обитает другой вид дирофилярия. Это дирофилярия репенс. Следует отметить, что количество людей, заболевших дирофилариозом, с каждым годом увеличивается. Люди болеют в тех очагах, где есть пораженные дирофилариозом собаки. Следует отметить, что люди, у которых диагностировали дирофилариоз, были владельцами собак почти в 100% случаев. Напомню, что основным звеном в распространении дирофилариоза есть комары. Как это происходит, не буду сейчас останавливаться. Кому это интересно, посмотрите мое видео по данной теме, там все эти моменты подробно рассмотрены. Отсюда вывод, что мы должны заниматься профилактикой наших животных, чтобы не заразиться самим и не иметь проблем со своим здоровьем. Имеется прямая зависимость между количеством заболевших людей и количеством пораженных дирофилариозом домашних животных, обитающих в одном ареале, ну, собак в первую очередь. Чем больше животных больных дирофилариозом, тем выше вероятность заражения человека. Я в одном из своих видео также очень подробно рассмотрел всеобъемлющую профилактику собак от дирофилариоза. Существует 3 уровня защиты собак от дирофилариоза. Так вот, полноценная 3-уровневая профилактика очень эффективна и позволяет надежно защитить и собак, и их владельцев от поражения дирофилариозом. И значительно уменьшает интенсивность количества микрофилярий в популяции комаров. Опять же, я не буду сейчас останавливаться на цикле развития дирофилариоза. Кому это интересно или кто забыл, то снова же посмотрите мое видео на эту тему. Хочу лишь акцентировать ваше внимание, что несмотря на то, что меры профилактики против дирофилариоза сейчас очень эффективные, есть еще один очень важный момент. Я бы сказал, ахиллесова пята, которая, несмотря на хорошо продуманные эффективные меры профилактики, позволяет дирофилариозу распространяться и накапливаться в популяции комаров. И это значительно усиливает частоту случаев возникновения данного заболевания среди людей, и особенно среди владельцев собак. Этой ахиллесовой пятой есть бродячие или бездомные собаки. Если вы своих собак обрабатываете различными репеллентными препаратами и проводите микрофиларицидную терапию, то никто же не проводит обработку бродячих собак от дирофилариоза.
Комары безнаказанно их кусают, и в крови бродячих собак и теле комаров идет значительное накопление микрофилярий, что способствует интенсивному распространению дирофилариоза. И если ваша собака защищена, то сами вы остаетесь очень уязвимым против дирофилариоза, если не защищаете себя от укусов комаров. Тем более, что люди не проводят микрофилярицидную терапию, то есть не принимают никаких препаратов на случай того, что у них в крови появились микрофилярии после укуса их комарами. Поэтому угроза заражения владельцев собак дирофилариозом остается очень высокой. Для уменьшения этой угрозы следует уменьшать популяцию бродячих собак, размещая их в приюты, где их также надо защищать от дирофилариоза. Также не следует забывать самим при прогулках во время лета комаров использовать репеллентные препараты, то есть препараты, отпугивающие комаров. Это позволит вам сохранить свое здоровье. Не забывайте, насколько коварен и опасен дирофилариоз. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!